Привет, друзья! Шьем новогоднюю дорожку на стол «Зимнее чудо». Для этого нам понадобится ткани 5 цветов для топа дорожки, ткань для задней части, мы использовали фоновую ткань, наполнитель, мы впервые будем использовать Julitex 100, протестируем его и все вам расскажем. Также нам понадобится швейная машина, нитки, инструкция, которую мы для вас разработали. Сначала шьем боковые снежинки, состоящие из блоков А. Мы покажем два способа – с калькой и без. Кладем кальку на шаблон блока, который будем шить. Обводим карандашом все линии с помощью линейки и переносим все обозначения. Вырезаем из кальки получившийся шаблон. Вырезаем из бумаги детали для этого блока. Обводим их на ткани соответствующих цветов и вырезаем. Прикалываем первую деталь изнанкой к задней стороне шаблона так, чтобы она выходила за свои контуры на кальке примерно на ширину припуска. С помощью линейки сгибаем кальку по линии между первой и второй деталями. Прикладываем вторую деталь лицом к лицу к первой так, чтобы она выходила за свои контуры на кальке. Разворачиваем кальку, не смещая детали, и скалываем их булавкой. Прокладываем строчку точно по нарисованной линии, продлевая шов в начале и в конце, чтобы захватить все припуски. Длина стежка 1,5 мм. Пришитую деталь нужно отвернуть и прогладить. Сгибаем кальку по линии между второй и третьей деталями. Прикладываем третью деталь лицом к лицу ко второй так, чтобы она выходила за свои контуры на кальке. Разворачиваем кальку и скалываем детали булавкой. Прокладываем строчку по нарисованной линии, продлевая шов в начале и в конце строчки. Пришитую деталь отворачиваем и проглаживаем. Лишнюю ткань вокруг кальки можно обрезать, но не обязательно. Можно просто обрезать торчащие уголки ткани. Нужно сшить 12 таких блоков. Чтобы не запутаться, кладем их на соответствующий шаблон. Второй способ. Вырезаем все шаблоны блока, в данном случае А8, из бумаги. Как и в первом способе, кроим детали блока из ткани. На бумажном шаблоне намечаем сгиб по линии между первой и второй деталями. Прикладываем первую деталь изнанкой к задней стороне шаблона так, чтобы она выходила за свои контуры на шаблоне примерно на ширину припуска. Можно посмотреть на просвет. Скрепляем прищепкой или скалываем булавкой. Сгибаем шаблон. Прикладываем вторую деталь лицом к лицу к первой, так, чтобы она выходила за свои контуры. Разворачиваем шаблон, не смещая детали, и скрепляем их прищепкой. Прокладываем строчку точно по нарисованной линии, продлевая шов в начале и в конце, чтобы захватить все припуски. Длина стежка 1,5 мм. Пришитую деталь отворачиваем и проглаживаем. Отделяем от бумаги часть шва, которая заходит на третью деталь. Сгибаем шаблон по линии между второй и третьей деталями. Прикладываем третью деталь лицом к лицу ко второй так, чтобы она выходила за свои контуры. Разворачиваем шаблон и скрепляем детали прищепками. Прокладываем строчку по нарисованной линии, продлевая шов в начале и в конце строчки. Пришитую деталь отворачиваем и проглаживаем. Отделяем от бумаги часть шва, которая заходит на четвертую деталь. Сгибаем шаблон по линии между второй и четвертой деталями. Прикладываем четвертую деталь лицом к лицу ко второй так, чтобы она выходила за свои контуры. Разворачиваем шаблон и скрепляем детали прищепкой. Прокладываем строчку по нарисованной линии, продлевая шов в начале и в конце строчки. Пришитую деталь отворачиваем и проглаживаем. Таким же образом пришиваем остальные детали по порядку. Как показал опыт, второй способ менее трудоемкий и позволяет более точно сшивать детали, потому что бумажные шаблоны не деформируются так, как калька. Но при проглаживании утюгом напечатанные на принтере шаблоны могут оставлять следы на гладильной доске, поэтому лучше ее предварительно застелить ненужной тканью.
Мы сшили по 12 штук каждого блока с буквой А. Берем блоки А1 и А2, скалываем их лицом к лицу, совмещая точки, показанные на рисунке. Прокладываем строчку от начала до конца блока точно по линии. Разутюживаем шов. У нас припуск заходит на место следующего шва, поэтому мы его немного подрежем. К получившейся детали прикалываем блок А3, совмещая отмеченные точки. Прокладываем строчку точно по линии. Разутюживаем шов. Так как блок А2 полностью закрывает припуски, то нужно удалить с него всю бумагу. Для этого можно использовать пинцет. Обрезаем торчащие уголки. К получившейся детали прикалываем блок А4, совмещая отмеченные точки и середину линии. Прокладываем строчку. В уголках, где пришились припуски предыдущей детали, удаляем кусочки бумаги. Разутюживаем шов. К получившейся детали прикалываем блок А5. Прокладываем строчку. В уголках, где пришились припуски предыдущей детали, удаляем кусочки бумаги и разутюживаем шов. Пришиваем блок А6. Удаляем бумагу с блока А4 и из прошитых уголков. Пришиваем блок А7. Удаляем бумагу из уголков и со всего блока А5. Пришиваем блок А8. Удаляем бумагу с блока А7. К получившейся детали пришиваем блок А9. Пришиваем блоки А10 и А11. Удаляем бумагу с блока А6 и из уголков. Также пришиваем блоки А12 и А13. Получился блок А. Нам их нужно 12. Скалываем лицом к лицу два блока А, как показано на схеме, совмещая все швы. Прошиваем точно по линии от начала и до конца блока. На блоке А1, который закрывается припусками, нужно удалить всю бумагу. К получившейся детали прикалываем еще один блок А, совмещая все точки и прокладываем строчку. На блоке А1, который закрывается припусками, нужно удалить всю бумагу. Таким же образом шьем еще 3 половинки будущих снежинок. Скалываем 2 половинки, совмещая все точки и прокладываем строчку. Удаляем бумагу с двух оставшихся блоков А1. Также сшиваем вторую снежинку. Для центральной снежинки мы сшили по 6 штук каждого блока с буквой Б. Берем блоки B1.1 и B1.2.
Скалываем их лицом к лицу, совмещая точки, показанные на рисунке. Прокладываем строчку от начала до конца блока точно по линии. Разутюживаем шов. К получившейся детали пришиваем блок B1-3. Удаляем бумагу с блока B1-2. Разутюживаем шов и обрезаем торчащие уголки. Получился блок B1. Сшиваем блоки B2-1 и B2-2 между собой. К получившейся детали пришиваем блок B2-3. Удаляем кусочки бумаги из уголков. К получившейся детали пришиваем блок B2-4, а затем B2-5. Удаляем бумагу с блока B2-4. Получился блок B2. Сшиваем блоки B3-1 и B3-2 между собой. Получился блок B3. Сшиваем между собой блоки B4-1 и 4-2. К получившейся детали пришиваем блок B4-3. Удаляем кусочки бумаги из уголков. Получился блок B4. Сшиваем блоки B5-1 и B5-2 между собой. К получившейся детали пришиваем блок B5-3. Удаляем кусочки бумаги из уголков. Получился блок B5. Сшиваем между собой блоки B6-1 и B6-2. К получившейся детали пришиваем блок B6-3. Удаляем бумагу из уголков. Получился блок B6. Сшиваем между собой блоки B1 и B2, как показано на схеме. Удаляем бумагу из уголков. К получившейся детали пришиваем блок B3. Удаляем бумагу с блока B2-1 и из уголков. К получившейся детали пришиваем блок B4. Удаляем бумагу из уголков. Затем пришиваем блок B5. Удаляем бумагу с блока B5-1 и из уголков. Пришиваем блок B6. Удаляем бумагу из уголков. Получился блок B. Нужно сшить 6 таких блоков. Скалываем лицом к лицу два блока B, как показано на схеме. Прошиваем точно по линии от начала и до конца блока. На блоке B1-1, который закрывается припусками, нужно удалить всю бумагу. К получившейся детали прикалываем еще один блок B, совмещая все точки и прокладываем строчку. На блоке B1-1, который закрывается припусками, нужно удалить всю бумагу. Таким же образом шьем еще одну половинку снежинки. Скалываем две половинки, совмещая все точки и прокладываем строчку. Убираем бумагу с двух оставшихся блоков B1-1. Получилась центральная снежинка. Для разделительных треугольников мы сшили по 4 блока C1, C2 и C3. Сшиваем их между собой, как показано на схеме. Получилось 4 блока С. К одной из сторон боковой снежинки пришиваем блок С так, чтобы голубой ромбик был ближе к правой верхней стороне. То же самое делаем со второй боковой снежинкой. К двум противоположным сторонам центральной снежинки пришиваем блоки С так, чтобы голубые ромбики на них были ближе к снежинке. К центральной снежинке с двух сторон пришиваем боковые снежинки. Удаляем всю бумагу. Разутюживаем швы и проглаживаем топ. Длина топа по центру получилась 106 см, ширина 32 см. Ткань бека и наполнитель должны быть на несколько сантиметров больше в ширину и в высоту, чем топ, чтобы удобно было стягать. Кладем бек лицевой стороной вниз. Сверху кладем наполнитель иглопробивной стороной вверх. Мы используем Gelitex 100. Он очень похож на Slimtex. Тонкий, мягкий, изделие с ним удобно стягать. Он имеет иглопробивной слой, что не позволяет его волокнам проникать через ткань. И Gelitex не дает усадки после стирки. Мы проверили. Сверху по центру кладем топ дорожки лицевой стороной вверх и скалываем все слои булавками для пэтчворка. Мы простегали дорожку по некоторым швам в раскол, а фон мазгами. Затем с помощью линейки и дискового ножа выровняли края дорожки и пришили окантовку. Ссылка на видео, как пришить окантовку, дана в описании.
Подробную инструкцию с шаблонами и ткани для дорожки можно приобрести на нашем сайте или в соцсетях. Ссылки в описании. Спасибо за внимание. Шейте с удовольствием.